Всем доброго утра. У нас раннее утро. Итак, друзья мои, я долго думала, это у нас Пуся тут ходит, и решила все-таки некоторые работы из книги теней, точнее из тетради, как я в шутку называю, Талмуд, из этой тетради, где были записаны многие заговоры армянских ведьм, переданные мне больше 20 лет назад внучкой одной женщины, которую звали Грета. Сейчас ее нет в живых. Так вот, в этой тетради были записаны народные заговоры, древние заговоры. Я бы сказала, древнейшие заговоры, которые имеют языческие корни. Потому как там совершенно не фигурирует христианская сила, христианский эгрегор. И в отличие от многих других заговоров, которые были переделаны, подогнаны под христианский эгрегор, эти заговоры, они остались в первозданном виде, какие были. Я вам показывала, сколько за эти годы мне было отправлено внучками ведьм, адекватными людьми. Вот в отличие от многих других неадекватных тетушек, которые в 60 лет хотят быть ведьмами, эти люди вполне адекватные. Они понимают, что им не дано. Вот у них дома находится это все, атрибутика. Мне одна женщина вообще все передала от своей бабушки. Это были книги, тетради с записью заговоров, атрибуты. Это были чаши определенные, атамы и прочее. То есть кубки, да. Человек понимает, что это ей не дано, это не ее. Зачем у себя это оставлять на самом деле? Вот я таких людей действительно уважаю, потому что у них нет стремления, в отличие от вот этих вот умалишенных баб, у них есть этот весь арсенал. У них есть все эти старинные книги, тетради, у них есть атрибуты, книги, оставленные их бабушками, иногда и дедушками, потому что ведьмаков тоже немало было на Руси. Но эти люди очень адекватно понимают, что если бы мне это было дано, то это открылось бы во мне с юных лет. Но раз до сих пор этого нет, значит, это не мое. А эти работы, они должны не просто где-то лежать, они должны работать, они должны помогать людям в угоду людей, да, в пользу. И вот они мне эти работы отправляют. Так что есть очень много адекватных людей, которые понимают, что им дано, а что им не дано, и не нужно туда встревать. Мы с этой женщиной, которую называли Тикин Грета, на армянский лад, госпожа Грета, познакомились, где-то лет 20 назад. Да, примерно так. Они жили в Ростове. Это джавахские армяне. Но давно, еще пока, то есть в юные годы еще,
их родители переехали в Ростов. И вот они приехали в гости в Волгоград к своим родственникам, друзьям. И я, будучи студенткой, по-моему, второго курса, я сейчас точно не помню, да, где-то так, пришла к ним в гости. И она мне сказала, что мы с ней познакомились, поговорили. Знаете, я не скажу, что прям ходила и говорила, вот, вы знаете, я ведьма. Нет, она сама это поняла. И в то время я не особо хотела вообще уделять время всему этому. Я думала, что, ну, есть, и как бы для меня это останется. Но у меня были совершенно другие мысли, другие планы. Но, как говорят, не мы решаем. И она мне сказала, придет время, это тебе пригодится. Но я тебе оставлю кое-что. И через некоторое время они с Ростова привозят мне, ну, передали огромную такую тетрадь, где очень много записей и очень много работ по армянской магии. Заговоры, старинные заговоры от страха, от всяких недугов. И она мне сказала, что это можно дать только людям, которые это оценят. Я тогда не совсем поняла, что это означает. Потом вот определенные заговоры, когда мы с ней говорили по телефону, она мне сказала, вот эти заговоры, эти нельзя никому отдавать, это только твое, и ты передашь тем, кому посчитаешь нужным потом, как я передала. Но вот определенные заговоры, которые сейчас хочу один из них вам подарить, что это можно либо самой провести, либо сказать человеку, как это сделать. Но человек обязательно должен откупиться ведьме. То есть это все равно, как пришли бы к тебе. Потому что если не откупится, через некоторое время это вернется. Вы знаете, я понимаю, что все можно перевернуть, скажем так, против человека при желании. Все это можно обрисовать, все это можно представить в грязном свете, в невыгодном для человека. Я все понимаю, но мне плевать на это все, потому что я объясняю, когда я говорю о том, что нужно откупиться, это не означает, что я вот откупитесь, отправьте мне и все такое. Я это могу не видеть. Ведь человек для того, чтобы провести у меня разрешение, не спрашивает, чтобы я знала, кто провел. Человек сам должен это понимать. Если бы он пошел с такой бедой к ведьме, он должен был откупиться. А если ведьма говорит, как одолеть эту беду, это все равно, что ты пошел к ней. В определенных случаях обязательно нужно откупиться и откупиться от нее, от ее работы. Чтобы то, что ты сделала, то, что тебе дали и помогли, объяснили, чтобы это ушло навсегда. Чтобы это не вернулось через некоторое время, потому что ты не откупилась. Пусть переворачивают мои слова как хотят. Еще раз говорю, абсолютно параллельно. Я должна говорить то, что нужно говорить. Если я буду ориентироваться на то, вот не сказать, чтобы потом они не представили в грязном свете, тогда вообще грош цена моей работе. Я вам еще раз объясняю. Вот те работы, которые я вам даю, некоторые работы, они очень сильны. Вообще все работы сильны, но те, которые очень сильны, к ним нужно подходить особенно осторожно и особенно с уважением. Так вот, вот эта работа, которую должна делать ведьма, либо дать человеку сделать, но человек должен откупиться после того, как провел, и у него получилось. Это нужно делать. Некоторые спрашивают, а вот после вас, например, кому откупаться? После меня откупайтесь либо моим потомкам, либо в памяти обо мне, не знаю, раздайте сладости, вот дайте кому-нибудь деньги нуждающимся и скажите, что вот это в памяти об этом человеке я вам отдаю.
помяните этого человека. Помяните, не надо ходить в церковь помянуть. А помяните, имеется в виду, что благодарите ее память за то, что я вам это делаю. И каждая память, каждый посыл памяти и благодарности, вы знаете, что это энергия, которая питает душу человека. Я об этом уже говорила. Память – это сила. Откройте, посмотрите мой видеоролик. Я там объясняю, почему нужно помнить. Почему нужно жить так, чтобы тебя потом помнили добрым словом. Это энергия, которая будет питать твою душу. А душам нужна энергия. Знаете, такое проклятие забвением, когда человека забывают, когда убирают полностью все о нем, когда из учебников вычеркивают сведения об этом человеке, когда его памятники сносят. Проклятие забвением было самое страшное. Я считала, что если о человеке не говорить, не помнить, то есть он столько сделал на земле, а про него не говорит ничего, то его душа лишится подпитки и будет мучиться. Вот такой был момент. Так что все ужасно боялись проклятия забвением. В Израиле, например, самое страшное проклятие – это когда даже имя преступника нельзя было произносить. В роду вычеркивали из родовых книг, которые были, да, там регистрировались, например, браки людей и так далее. Вычеркивали этого человека. Его имя не произносили. Его именем в честь него не называли детей. Его не было, все. Считалось, что его душа лишается подпитки, словно его и не было на этой земле. Так что каждая память, каждое доброе слово, сказанное вслед за ушедшим человеком, есть подпитка его души, есть благословение для него. Если меня не будет, когда меня не будет, и вы захотите откупиться в тех ритуалах, где нужно откупиться ведьме, значит, откупайтесь либо моим потомкам, если вы будете их знать, либо сделайте в память обо мне какое-нибудь доброе дело. Вот так вот и откупайтесь. Так вот, друзья мои, это древний заговор от страха. Точнее, я бы сказала, ритуал, который поможет заговорить страх как у себя, так и у своего ребенка. Это очень засекреченные, я бы сказала, скрытые, закрытые работы. И если когда-нибудь, где-нибудь можно встретить, например, в книгах описание ведьм, как они заговаривали, несколько строк из этих текстов, это очень большая удача. Прочитать где-нибудь несколько строк из текстов именно армянской магии. Если, например, равнинная магия или русская магия или славянская магия, и так называют, она более открыта, там больше было возможностей собирать у бабушек, дедушек по селениям, да, ходить вот эти все старинные заговоры, там шепотки и так далее, больше открытости, то именно закавказская магия, она закрыта. И люди даже представления не имели, например, да, и не имеют, как вообще звучали эти слова, которые там заговорить страх, заговорить там с глаз и прочее. Хочу вам сказать, что вот, наверное, я первая, кто приоткрыл эту завесу, я дала немало ритуалов армянских ведьм. И либо, скажем так, Пуся, специально делает, сволочь, чтобы отвлечь меня. Либо эти заговоры созданы на основе, если нельзя именно заговор передать, либо именно заговор. Так вот сейчас я хочу вам передать именно заговор весь. И действия. И прежде чем это сделать, естественно, я посоветовалась с душой того человека, который мне это оставил. Может, для кого-то это странно звучит, но для меня, для моей профессии, советоваться с душой – это вполне, скажем, обычная процедура. Понять, возможно ли, разрешается ли, потому что я это все-таки отдам широким массам, знаете. Это большая ответственность. И прежде чем это отдать, я откупилась сама. Не буду говорить, каким образом, но я заплатила цену
за то, чтобы иметь право отдавать вам эту работу. Бывают страхи разные, особенно у детей. Я думаю, что девушка не обидится, если я скажу, у нее дочь, причем я ей обещала, что как только у нее все это пройдет, я ей отправлю подарок. Я сдержала свое слово. Очень было приятно видеть вот счастливое лицо ребенка, когда она с посылкой сидит, радостная, сфоткалась. Дело в том, что ребенок в садике увидел, как другой ребенок во время еды чуть не, значит, поперхнулся. И с большим трудом удалось спасти этого ребенка. После этого эта девочка боится кушать, боялась кушать. Вот боялась есть просто. Ела только пюре, только мягкое. Вот жуткий страх у ребенка, что вдруг и со мной так случится, как только я поем, вот я, значит, поперхнусь, и я умру. Это страх. В детстве у меня был жуткий страх. Я увидела сон, как очень страшный большой зверь прыгнул через окно, напал на наших собак дома, на кошку, на нас. И я проснулась с жутким криком. После этого, как только темнело, я вот прям закрывалась, где-то сидела в углу и боялась шелохнуться. Поскольку моей прабабушки уже не было в живых, и некому было именно заговаривать страх, она знала это. Недостаточно знать заговор, еще нужно уметь этим пользоваться. Это должно быть дано. И меня отвезли к одной бабушке, Марусе. Ее заговор один из ее заговоров тоже я выставляла, если помните. Вот. И для того, чтобы бабушка моя подольше посидела, ей было скучно, хотелось поговорить, она говорила: Нина, так положено. После того, как я заговариваю, надо со мной еще час посидеть, иначе не сработает. И они дружно смеялись, сидели, пили чай, что-то там обсуждали. Я очень скучаю по этим временам, если честно. Чем старше мы становимся, тем больше нам хочется быть этими маленькими девочками, сидеть в углу и слушать бабушек, что они там говорят, о чем. Защищенность какая-то, знаете. Спокойствие. Не зря говорят, что люди к старости становятся детьми. Вот к этому и идет все. Да, ну да ладно. Так вот, я спросила ее разрешение, прежде чем выставить эту работу. И как нужно провести? Если вы хотите провести для своего ребенка, значит, вам нужно взять емкость с водой, стакан воды, бокал, восковая свеча. Зажигайте свечу и крутите над головой ребенка против часовой стрелки. Если ошибетесь, не страшно, но желательно, чтобы против. Далее. Вот нужно крутить, читать 6 раз. Каждый раз, начитывая, даете ребенку выпить глоток. И 6-й раз он должен всю воду выпить. Поэтому рассчитайте, возьмите столько воды, сколько осилит ребенок. Если это очень маленький ребенок, и, собственно говоря, вы понимаете, что невозможно, то есть, заставить пить, то над очень маленьким ребенком тоже можете читать, крутить свечой. Могут читать только бабушка и мама. Больше никто. Отец, тетя, еще кто-нибудь нет. Бабушка и мама. Могут ли читать некровные бабушки или мама? Ну, мало ли, может, ребенок усыновленный. Могут читать. Если этот ребенок с малых лет находится, одним словом, если этот ребенок не вчера был усыновленный, а он уже привык к вашей энергии, это ваш ребенок, вы можете читать. Очень маленькому ребенку иногда просто давайте так глотками пригубить эту воду. И все. Не обязательно, чтобы до конца выпил. Но 6 раз пригубить. Будет плакать, может быть, там закатываться. Ничего страшного, это не страшно. Зато потом перестанет бояться. Иногда дети боятся своих рук. Знаете, вот старые люди были не дураки, когда связывали ребенка, то есть вот пеленали.
Сейчас вот сейчас вот как хотят, так и лежат. На самом деле это не совсем правильно. Пеленание ребенка помогает, чтобы у него ровные ножки были, позвоночник, то есть был прямой, чтобы он не двигался, он должен лежать. Он же еще хрупкий, он маленький еще, у него хрящики еще такие мягкие, знаете, они деформируются от всяких там постоянных переворачиваний. Именно поэтому ребенку и ручки связывали для того, чтобы ребенок сам себя не пугал. Когда он этими руками туда-сюда ведет, он резко смотрит на это, он не понимает, что это его руки, он может испугаться. Ребенок может испугаться игрушки какой-нибудь. Я в детстве так жутко испугалась, как мне рассказывали, была маленькая, мне купили какую-то черную собачку, решили мне резко так, значит, подарить, показать, и я вот от ужаса закричала, и после этого вообще не подходила к игрушкам некоторое время. Всякое бывает. А бывает, что, например, чуть в аварию не попали. Вот у вас там ребенок сидел, да, девочка, и вот после этого у нее жуткий страх. Она ночью просыпается, кричит. Бывает, что во сне дети боятся, пугаются. Откроют глаза, какой-нибудь образ увидели, испугались. От всего. Да от резкого шума, от чего-то. Знаете, я помню один раз тетка моя пришла под вечер, сильно постучалась в окно этой первого этажа на Кавказе. Большие дома, там до второго этажа не дотянешься, а первый этаж внизу. Почему-то строят такие огромные каменные дома, и все живут внизу. А верхний дом вообще должен быть нетронутый. Все это для гостей, чтобы все было красиво. Прям лежит это вот постель, эти все подушки. Для хороших дней, времен. Прям смешно, реально. Всей семьей, значит, внизу. Всю зиму живем, там печка, все вместе, а верхний этаж должен быть неприкасаемый. Ну да ладно. И она пришла, и мы сидели вечер, зимний такой вечер. Оказывается, они приехали, стучались в ворота, мы не слышали, они открыли ворота, зашли, и резко постучалась в окно, и у моей бабушки такой крик. Она почему-то подумала, что что-то случилось, или ребенок умер, что-то там произошло, и вот мысли ее, вот сразу же. И ей плохо стало сердцем. Потом весь вечер там сидела, значит, ей воду, валерьянку. Испугалась. После этого она вот резких звуков долгое время боялась. То есть все, что угодно может пугать человека настолько сильно, что, знаете, даже некоторые люди там сахарный диабет получали от жуткого испуга. Да? Сахар в крови увеличивался, и после этого вот процесс шел в организме жуткий. Итак, два варианта этого заговора. Один, если вы читаете для себя, второй для ребенка. 6 раз крутите над головой свечой против часовой стрелки. Ну, посмотрите, как часы идут, а вы против крутите. Ну, вот часы, как они идут? Вот так, да? А вы в обратную сторону. Значит, 6 раз. Каждый раз крутите, начитали, даете попить, там, сделать глоток ребенку. Посадите перед алтарем и проведите с ним. Если маленький ребенок, просто пусть пригубит 6 раз, лишь бы 6 раз пригубил, неважно как и что. Далее, если вы для себя делаете, делайте то же самое. Зажигайте свечу, над головой своей крутите. Это реально и возможно. Просто крутите вот так вот. Над головой крутите этой свечой. Начитали, поставили свечу. Значит, выпили глоток. Снова взяли свечу, крутите дальше, выпили глоток. Оставляйте свечу догореть и просто выкидывайте свечу. Ничего делать не нужно. Сделайте это несколько ночей кряду. Должна быть ночь, то есть вечер, сумерки. Днем это не читается. Или раннее утро, пока солнце не встало, или сумерки. Вот когда уже полностью страх уйдет, может 3 дня, 4, 5 дней, 6 дней начитать, если прям очень сильный страх. И в течение 6-7 дней обычно уходит. Обычно уходит в первый же день. Но для профилактики, собственно, можно начитывать несколько дней кряду. Когда все это закончится, когда уже полностью вы поймете, что все пришло в норму, все хорошо, там пройдет время, может, недели, 2, неважно. Ощутите, что вам уже хорошо.
значит, откупитесь. Так, как вы посчитаете нужно. Вот как вы оцениваете свое здоровье, так и откупитесь. Можете даром откупиться, можете как угодно. Это уже на усмотрение. Даже если вы пойдете к ведьме с этой проблемой, она вам проведет, она именно вот для таких ритуалов не назначает цену. Есть, понимаете, как есть работы, которые, ну, как бы не обозначается. Здесь человек сам решает. Итак, относитесь к этому очень серьезно. Не используйте этот ритуал из-за всяких мелочей, а именно, когда действительно понимаете, что вот реальный, жуткий страх, чего-то испугались, или ребенок испугался чего-то. Ну, боится даже, вот, например, на улицу выйти, боится в школу идти. Знаете, бывает иногда у мальчиков такой момент, вот переходный возраст, что что-то там, какая-то драка произошла, что-то между детьми, и он прям боится, почему-то вот панически вот видит, что мальчики стоят, проходить боится. У него внутри вот, этот страх сел, вроде не трусливый ребенок, но что-то у него, какой-то барьер появился. Есть люди, которые за руль сели, например, чуть не попали в аварию, после этого боятся вообще трогать руль, боятся ехать. У них жуткий страх, и этот страх не проходит никак. Не могут пересилить себя и сесть за руль снова. А мы знаем, что страхи, они притягивают новые страхи, новые катастрофы, новые жуткие моменты, потому что человек все время в голове это перекручивает, вот эту пластинку, да, и плохое притягивает плохое. Поэтому это нужно пресечь и убрать. Это слова в простонародье, оно некоторое время, собственно говоря, подвергалось этой деформации. Там туда внедрились и тюркские слова, и персидские слова. Это абсолютно вот язык простолюдин, скажем так, не литературный, сельский язык. Но его надо произносить так, как произносили сотни лет назад. Может, и больше лет назад, несколько сотен лет. То есть произносится именно вот таким вот образом. То есть это я говорю для тех людей, у которых, может быть, там, предположим, есть, как бы сказать, ой, запуталась, кто знает, например, армянский язык. Нет, литературно не пишем, пишем и произносим именно так, как написано. А текст будет через несколько дней, поэтому ждите, собственно говоря, и после проведите, если боитесь ошибаться. Итак, первый вариант и второй вариант. Начнем. Итак, если вы начитываете для своего ребенка, сколько лет должно быть ребенку? Ну вот до 20 лет вы можете начитывать. После 20 он сам должен это делать. Пуся. Итак, восковая свеча, бокал или какая-то емкость с водой, чаша с водой, неважно. Кубок с водой. Одним словом, без разницы, просто емкость с водой. Обычная вода. Или ранним утром, пока солнце не встало, или вечером и ночью. То есть день недели, луна, все это не имеет значения в этом ритуале. Главное, чтобы было темно. Крутить над головой ребенка. Ой, наоборот, показала неправильно. Против часовой стрелки. 6 раз читать. Свеча может трещать, если есть какие-то внутренние страхи. Но над головой, когда трещит, если потухает свеча, снова зажигайте, бояться не нужно.
Это нормально при таких обстоятельствах. Столько дней, сколько понадобится, чтобы этот страх полностью ушел. Обычно 6 дней, больше и не стоит. Но он начинает проходить с первого раза, в принципе. Итак, начнем. Читать нужно следующим образом. Слова на армянском, поэтому, естественно, дождитесь текста лучше, чтобы правильно произносить. Чарвах, брахи эсрехин, капи халхи карин, халхи чарин, халхи вахин. Чарвах, эрви мохраци, անցկաց քարի տակ, անցկաց հողի տակ, կպի չոր ծառին, կպի սև սարին, գելին կպի, քոլի ջանավարին, բրախի զրեխին։ Վախը կապեմ, վախը չափեմ, կրակ տամ, վառեմ, սև հուշի թևով, թռի գնա, չար վախ, գելի ատամի տակ անցկաց, արջի թաթի տակ կորի, բրախի զրեխին, կպի խալխի քարին, халхи чорин, халхи вахин. Амен. Кто знает армянский язык, то сразу поймет, какое это наречие. Это народный именно язык. Называет это язык простолюдин, деревенский говор. Но читать нужно именно так. Никак не перевести на литературный. Для знатоков армянского языка говорю. Читается именно таким образом, как читали издревле и как он работал издревле. То есть силы, духи узнают именно этот язык. Чарвах, барахи эзрехин, капи халхи карин, халхи чарин, халхи вахин. Чарвах эрви мохраци, անցկաց քարի տակ, անցկաց հողի տակ, կպի չոր ծառին, կպի սև սարին, գելին կպի, քոլի ջանավարին, բրախի էզրեխին։ Վախը կապեն, վախը չափեմ, կրակ տամ, վառեմ, սև հուշի թևով, թռի գնա, չար վախ։ Գելի ատամի տակ անցկաց, արջի թաթի տակ կորի, բրախի էզրեխին, կպի խալխի քարին, խալխի չորին, խալխի վախին։ Амен. 6 раз это если вы читаете своему ребенку. Своей матери, мужу, сестре вы не имеете права читать, только своему ребенку или внуку, или внучке. Надеюсь, повторять не нужно. Теперь второй вариант, когда вы для себя читаете. Чар вах брахинц, капи халхи карин, халхи чарин, халхи вахин. Չարվախ, էրվի, մոխրացի, անցկաց քարի տակ, անցկաց հողի տակ, կպի չոր ծառին, կպի սև սարին, գելին կպի, քոլի ջանավարին, բրախի ինձ, վախը կապեմ, վախը չափեմ, կրակ տամ, վառեմ, սև հուշի թևով, թռի գնա, չարվախ, գելի ատամի տակ անցկաց, արջի թաթի տակ կորի, բրախի ինձ, կպի խալխի քարին, խալխի չորին, խալխի վախին, амен. Слово «халх» – это с персидского означает народ, люди. Брахи – это с тюркского, означает «отпусти меня». Брах – «отпусти». Это так проясняю. Вот так вот деформируется язык и набираются и народные элементы. Это нормально. Народы, которые рядом живут, они всегда друг у друга берут определенные слова. Ну, например, в тюркском языке чар, чаремен, что означает от зла или зло. Это уже армянское слово. Давайте еще раз. То, что для вас, ваш вариант, что себе читаете. Чар вах брахинц, капи халхи карин, халхи чарин, халхи вахин. Չարվախ, էրվի, մոխրացի, անցկաց քարի տակ, անցկաց հողի տակ, կպի չոր ծառին, կպի սև սարին, գելին կպի, քոլի ջանավարին, բրախի ինձ։ Վախը կապեմ, վախը չափեմ, կրակ տամ, վառեմ, սև հուշի թևով, թռի գնա, չարվախ, գելի ատամի տակ անցկաց, արջի թաթի տակ կորի, բրախի ինձ, կպի խալխի քարին, խալխի չորին, խալխի վախին, амен. Опять же 6 раз. И столько дней, сколько вам нужно, чтобы это полностью прошло. Итак, дорогие друзья, поблагодарим душу той самой
женщины по имени Грета. И спасибо ее внучке, которая мне привезла, отдала. Ее уже давно нет. Давно, потому что, наверное, более 15 лет, как ее уже нет в живых. Она ушла в лучший мир. И оставила мне эти работы. Те, которые разрешено и можно передавать, я буду делать и объяснять вам условия. Вы понимаете, страх может быть от чего угодно. От просмотра. Иногда человек смотрит что-то и перенимает на себя, очень сильно переживает, боится оказаться в таком же положении. Я, например, на днях увидела, правда, ролик старый, уже много кто, оказывается, видел, я еще не смотрела, когда случилась авария, и машина просто помялась до такой степени, что вот, ну, влезла под фуру, и горит машина, и фура горит, и бегут эти водители. Ни у кого огнетушитель не работает нормально. Почему-то люди вот не относятся к этому серьезно вообще. Ладно, тебе не пригодится, другим может быть. И там молодой парень, который кричал ужасным голосом, он просто был зажат внутри машины и живем горел. И вот все, ну, кто-то там подбежал, пытались тушить, что-то там делать, потом поняли, что не получается. И никто не захотел, знаете, там даже жертвовать ничем не нужно, всего лишь зацепить за трос и вытянуть эту машину из-под фуры, спасти его из этого огненного плена. Вы представляете, человек не может двигаться и горит. И его вот эти душераздирающие крики из машины, а эти стоят спокойно. Вот кто виноват, кто что сделал. Смотришь на них и думаешь, ну, все от безразличия нашего творится. Вы вообще представляете, что такое гореть живем, когда ты шевелиться не можешь? Вы не думаете, что вы можете в такой же ситуации оказаться? Каждый поступок – это проверка на человечность, это экзамен, понимаете? Если ты так относишься к чужой беде, эта беда к тебе может постучаться или к твоему близкому. Если бы они на секунду представили, что в этой машине их сын, или муж, или брат, я не думаю, что они бы так спокойно стояли. Но поскольку это чужая жизнь, ну, умирает, им что делать? И вот он так крича, сгорел внутри. И никто не захотел. Прекрасно они могли просто вытянуть эту машину. Никто не захотел там приблизиться. Мало ли, рванет или что. Это страшно. И вот я такой, посмотрев, честно говоря, долго у меня картина перед глазами. И это тоже страх. Внутренний страх, что в такой ситуации может оказаться близкий тебе человек, и рядом пройдут равнодушные. Ужасает, конечно. Так что это тоже, собственно, от такого тоже можно начитать, чтобы этот страх исчез, чтобы вы не перетянули свою жизнь, эту картину, которая все время перед глазами. Всем удачи, всех благ, пользуйтесь во благо. И помните о безопасности везде и всюду. Ко всему относитесь серьезно, и к заговорам в том числе. Если не готовы до конца, если не понимаете до конца, как что делать, лучше повременить, понять окончательно, только после этого браться за такие работы. Всем удачи!